Ритуальное действие четвертое. Когда я впервые приступил к освоению четвертого ритуального действия, рассказывал полковник, оно показалось мне очень сложным. Однако через неделю тренировок его выполнение стало для меня делом таким же легким, как и практика предыдущих. Для выполнения третьего ритуального действия нужно сесть на пол, вытянув перед собой прямые ноги со ступнями, расположенными примерно на ширине плеч. Выпрямив позвоночник, положите ладони с сомкнутыми пальцами на пол по бокам от ягодиц. Пальцы рук должны быть при этом направлены вперед. Опустите голову вперед, прижав подбородок к грудине. Затем запрокиньте голову как можно дальше назад вверх, а потом поднимите туловище вперед до горизонтального положения. В конечной фазе бедра и туловище должны находиться в одной горизонтальной плоскости, а голени и руки располагаться вертикально, как ножки стола. Достигнув этого положения, нужно на несколько секунд сильно напрячь все мышцы тела, а потом расслабиться и вернуться в исходное положение с прижатым к груди подбородком. Затем повторить все сначала. И здесь ключевым аспектом является дыхание. Сначала нужно выдохнуть. Поднимаясь и запрокидывая голову, выполнить глубокий плавный вдох. Во время напряжения задержать дыхание и, опускаясь, полностью выдохнуть. Во время отдыха между повторениями сохранять неизменный ритм дыхания. Перед тем, как я покинул монастырь, продолжал свой рассказ полковник, ламы-учителя сказали мне, что я должен передать полученное знание тем людям, которые захотят к нему приобщиться, но ни в коем случае не превращать его в источник собственного обогащения. Это в точности соответствовало тому, о чем говорил мне когда-то лама Кы. Поэтому я решил некоторое время попутешествовать по Индии и в качестве эксперимента провести занятия по практике оковозрождения для желающих, как индусов, так и англичан, в нескольких больших городах. В первые же дни занятий с самыми первыми моими учениками я столкнулся с проблемой, которая поначалу казалась мне неразрешимой. Ученики, англичане и американцы, которых было около 15 человек, начали спрашивать у меня, сколько они должны заплатить мне за обучение. Когда я сказал, что являюсь человеком вполне обеспеченным и занятия провожу вовсе не для того, чтобы заработать, некоторые из них просто перестали ко мне приходить. Оставшиеся же не переставали требовать, чтобы я установил размер платы за обучение. Один пожилой джентльмен объяснил мне, что, занимаясь у меня бесплатно, он чувствует себя должником, и это вызывает у него постоянное ощущение внутреннего дискомфорта. По всей видимости, такое же чувство испытывали и все остальные мои ученики. Я находился в глубоком замешательстве, не представляя себе, как решить эту проблему, пока однажды, прогуливаясь вечером по берегу реки, не увидел одного из учителей индусской йоги в окружении учеников. И тут меня осенило. Вот у кого следует спросить, как традиция разрешает такого рода проблемы. Через одного из его учеников, выступившего в роли переводчика, я обратился к гуру, так называют в Индии йогов-учителей, и попросил меня просветить. «Я вижу перед собой глаза мудрого человека», — ответил гуру. «И мне непонятно, почему ты не можешь решить такую простую задачку. Твои учителя велели не превращать данное тебе знание в источник обогащения, но разве они запрещали принимать плату за обучение от тех, кто очень хочет заплатить?» Гуру Варта или гуру Дакшина, так мудрые называют подношение, которое благодарные ученики приносят учителю, чтобы хоть как-то заплатить за все, что он им дает. И если учитель не принимает подношение, он либо поступает несправедливо, либо дает ученику понять, что тот в чем-то не оправдал доверие и ему надлежит уйти. Пусть каждый приносит то, что хочет, в таком количестве, в каком считает достойным. Тем самым он прекратит мучиться от ощущения невыплаченного долга,
удовлетворив свою потребность отблагодарить тебя сообразно своим возможностям и тому значению, которое имеет для него даваемое тобою знание. Видишь, все очень просто. Такова традиция, и незачем ее нарушать. Если ты считаешь себя вправе отдавать людям то, чем владеешь, ты должен предоставить такое право и им. Иначе возникнет несправедливость, а всякая несправедливость пагубно отражается равным образом на карме учителя и на карме ученика. Ибо очень немногим кармой дано право быть благодетельствуемыми, дхарма же благодетельствовать достойно, удел избранных. Я поблагодарил гуру и с облегчением отправился к себе в номер гостиницы. С того дня проблема оплаты перестала для меня существовать. Я ставил в классе вазу, куда любой желающий мог положить то, что считал нужным. И никто, даже я, не знал, кто и сколько туда положили. А деньги, которые приносили мне мои ученики, я использовал для того, чтобы оплачивать аренду помещения, в котором проходили занятия. «Вернемся, однако, к четвертому ритуальному действию», — сказал сэр Генри. В моих группах было довольно большое количество стариков, которые почему-то полагали, что если они не смогут с самого начала полноценно выполнить четвертое ритуальное действие, у них никогда ничего не получится. Мне приходилось тратить массу сил и времени на то, чтобы убедить их попробовать делать так, как получается. Когда же они начали просто пытаться максимально приблизиться к требуемой форме, успех не замедлил прийти, и через месяц практики ни у кого уже не возникало проблем с выполнением четвертого ритуального действия. Я помню, как в Калькутте одна из групп оказалась почти на 2/3 состоящей из стариков. Большинство из них не только не могли поднять туловище горизонтально в четвертом ритуальном действии, они едва были способны вообще оторвать ягодицы от пола. Остальные члены группы, мужчины и женщины средних лет и молодежь, справлялись с этим ритуальным действием с легкостью, что очень смущало стариков, чувствовавших себя неполноценными. В конце концов мне пришлось разделить группу на 2 части и проводить занятия отдельно для стариков и для всех остальных. На первом же занятии старшей группы я рассказал, что значение имеет не идеальное исполнение упражнения, а регулярность настойчивых попыток. Я сообщил им, что сам способен выполнить 50 повторений четвертого ритуального действия, не ощутив при этом ни малейшей усталости, что и сделал тут же на их глазах, дабы не быть голословным. А после добавил, что сам я, приступая к освоению этого упражнения, выглядел ничуть не лучше, чем любой из них. И они мне поверили. С того дня эта группа стала едва ли не лучшей по скорости улучшения результатов. Единственная разница между молодостью и старостью, здоровьем и болезнью заключается в различии режимов функционирования вихрей. Достаточно привести вихри в порядок, и старик снова станет молодым.